Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на третью декаду ноября для знака зодиака Телец. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает, Тельцы, в период с 20 по 30 ноября. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим советы от Таро, от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Тельцы, третья декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого они есть? Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней, в конце ноября. Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Тельцы, третья декада ноября. Ну или на чем-то Ленорман сделает акцент на какой-то ситуации. Ну что ж у всех эта метла-то выпадает, а? Практически у всех знаков. Какой-то конфликтный вот этот период, декада. Так, сейчас я немножко спущу вниз. Так, вам видно. Да, здесь могут быть какие-то сложные отношения, токсичные. Хотя я вот этого здесь не увидела. Здесь могут быть какие-то конфликты, ссоры. Или новости какие-то придут, которые внесут раздрай в ваши отношения. И все это может привести к ухудшению вашего здоровья. Может быть, эмоционального. Пятерка, да, какая-то потеря. Смотрите, здесь у вас хорошие карты. И в предупреждение ложится дьявол. Вот, знаете, какие-то сплетни, наговоры могут привести к разрыву отношений. А по дьяволу это может быть ложь. Это может быть зависть или обман. Здесь могут быть еще, конечно, конфликты или жаркие споры на работе. Вот здесь у нас тройка кубков, да, это какой-то сдача одного проекта, получение прибыли. Может быть, кому-то не понравится, сколько он получил. Или как-то все это затянется. То есть вот тройка, мы что-то с кем-то, да, начинаем какой-то бизнес-проект, какое-то дело. И к концу этих 10 дней мы недовольны результатом. Так, ну мы сейчас уточним по поводу чего здесь это. Так еще может быть у кого-то отношения новые. То есть человек в вашу жизнь, то прям по дьяволу тут будет прям и секс, притяжение. Но может быть это будут скрываемые отношения. Это любовный треугольник. Вот для тех, кто в поиске, здесь ложится король пентаклей. Это может быть человек несвободный. Может быть, сначала вы этого знать не будете. Так, хорошо, давайте отсюда начнем. Может быть, сейчас нам еще объяснят, с чем это связано. В начале этих 10 дней, да, у кого-то здесь зарождение любви, знакомства, приглашение на свидание, тут прям чувство, любовь. Также это могут быть какие-то приятные новости. Может быть, у кого-то здесь зачатие, рождение малыша. Может быть, успехи по поводу ваших детей. Еще карта иногда показывает вот проект, над которым мы думаем. Но здесь паж. То ли вам в одиночестве тяжело его воплотить в жизнь. Может быть, не хватает финансов, потому что здесь все-таки у нас ограничения. То есть вот какой-то новый проект, новое дело. Ну вот метла показывает, что вам
Может быть, в одиночку реализовать его сложно. Давайте мы, пожалуй, уточним. Да, какие-то есть сомнения. Выбор, нерешительность. Начинать, не начинать. Получится, не получится. У кого-то известие о беременности и тоже сомнения. Оставлять, не оставлять малыша. У кого-то могут быть вот новые отношения, но здесь есть какое-то недоверие к партнеру. А недоверие может быть из-за того, что вы поймете, что человек не свободен. Это вот попасть вот в эту зависимость, да, в любовный треугольник. Хорошо, давайте посмотрим вот для тех, кто в отношениях или в браке. Девятка пентаклей. Здесь, как правило, карта говорит, что в ваших отношениях может произойти какое-то очень радостное событие. Кто-то может готовиться к свадьбе, у кого-то вот может быть известие о зачатии. Может быть, вам предстоит какая-то поездка, или вы получаете, например, известие о наследстве, или вы тут решаете вопрос с недвижимостью. Может быть, получение просто хорошей финансовой прибыли, когда вы уверены в настоящем и в будущем. Давайте мы уточним одну карту. Да, десятка пентаклей. Почему вот эта пятерка еще иногда говорит о наследство, но здесь дерево — это род. Известие-то вы получаете, но, скорее всего, еще и есть претенденты на эту недвижимость. Ну или движимость, недвижимость, неважно, что вам оставили. У кого-то здесь, да, смена статуса, у кого-то, может быть, зачатие, рождение малыша, кто-то переезжает, кто-то вводится в наследство. Скорее всего, это будет в конце. Но все равно вот какие-то будут конфликты из-за этого известия. Но здесь пока я этого не увидела. Так, давайте посмотрим короля пентаклей. Мужчина может показывать карта вас. Может у вас возникнуть какой-то интерес, то ли вы кому-то проявите, то ли к вам кто-то проявит. Но вот здесь есть сомнения. Двойка мечей — это недоверие противоположному полу. Но и сомнения начинать, не начинать эти отношения. Но смотрите, здесь, конечно, как карта говорит, что вот это хороший секс. Но в то же время, может быть, вы очень разные. Это знаете как? То секс, то мы ссоримся, ругаемся. Миримся мы только в кровати. Ну, как вариант, тоже может быть. Но вот по дереву это, скорее всего, в вашу жизнь придет родственная душа. Ну, вам там будет сложно. Для женщин это может быть знакомство с таким королем. Да, вот она, тут у нас пятерка. Это не война, но это вот метла. То мы любим, то мы выясняем отношения, то мы боремся. Тут или бороться с собой, чтобы вступить в новые отношения. Может быть, бороться за свою любовь, или это борьба внутри вас. Да, может быть, кто-то давно засиделся в отшельнике. Любовь-то пришла, и природа свою требует, да? Но вот бороться, чтобы выйти из отшельничества. Ну, тут только вам решать. Тут вам никто не подсказчик. Ну, познакомиться можете. Да, ну, будет непросто. Работа, карьера, бизнес, тройка кубков. Здесь как-то для вас важна сплоченная команда. Это может быть тройка, да, это успех. Это люди над чем-то трудились, над каким-то, может быть, проектом, заказом, бизнесом, и получают результат. Но, может быть, не все так было радужно, да, результат вы получаете. Но, может быть, вот эти вот споры, конфликты, каждый продавливает свою точку зрения, по-любому привели к росту и развитию. Может быть, все двигалось очень медленно. Из-за этого вы тут спорили. У кого-то может быть тут получение новой должности, может быть, небольшое повышение зарплаты. Здесь еще карта говорит, что вам доставляет удовольствие вот не сам результат, а процесс. Процесс этой работы. Может быть, вы занимаетесь любимым делом. Для тех, кто в поиске работы, да, десятка кубков. Тут кто-то может начать семейный бизнес. Может быть, получаете какую-то прибыль, наследство и можете вложить.
Также это присоединиться к какой-то команде. Это может быть частный бизнес, это может быть небольшая какая-то группа, но может быть и большая крупная корпорация. Но вот по десятке карта говорит, что и работа вам будет нравиться, и коллектив устраивать. Но это обрести вот эту эмоциональную уверенность в настоящем и в будущем. Может быть, конечно, с кем-то придется вам и побороться, чтобы на эту работу поступить. Карта дерева обещает медленный, но уверенный рост. Продвижение к своей цели. Сообщение получаете, что вас вызывают на какой-то отбор. Ну, есть шанс получить, да, придется постараться. С финансами что-то у вас какие-то ограничения. То ли вы сейчас себя ограничиваете в тратах, может быть, вот покупка недвижимости, да, и все средства туда. У кого-то, конечно, вот как совет, может быть, вот для решения вопроса с жильем вы взяли какой-то кредит, да, вот попали под вот это влияние. То есть, может быть, ипотека-то и маленький процент, но большая оплата. То есть это надо урезать себя вообще во всем, чтобы вот эти чужие деньги, которыми вы воспользовались, чтобы вам получилось их выплачивать. В предостережении карта говорит, если с деньгами плохо, если захотите взять кредит, 100 раз подумайте, под какие проценты вы его возьмете. В конце этих 10 дней, в конце ноября, пятерка кубков, планы какие-то у вас могут не реализоваться, какое-то разочарование. Вот если наследство, хотя здесь нормально все карты показали, может быть, будут с кем-то конфликты из рода, из вашего, но, скорее всего, вы являетесь полноправным наследником, и вы это наследство получаете. Но через ссоры и разногласия с кем-то из близких. Это вас будет очень сильно огорчать. Ну, давайте мы посмотрим пятерку. Переезд, вот, да. Переезд может быть с места на место, смена жилья. Еще это, знаете, пятерка говорит о том, что человек что-то потерял в своей жизни. Может быть, потерял любовь, любимого человека. А здесь вам приходит перемена в жизни. Но вот у вас какие-то здесь все равно внутренняя борьба, расстройства. Или еще карта говорит, кому-то, может быть, в конце ноября придется отправиться в какую-то поездку. И эта поездка, может быть, это командировка по работе, да, и эта поездка нарушит ваши планы. Ну, совет, предупреждение, дьявол, да, во-первых, если хотите воспользоваться чужими деньгами, рассчитайте свои силы, постарайтесь не попадать ни от кого в зависимость, контролируйте свои страхи. Также карта советует доверять только себе и постараться противостоять соблазнам. Постарайтесь, чтобы вы управляли своими желаниями, а не они вами. Хорошо, давайте получим советы для вас от оракулов. Так, Тельцы, 3-я декада ноября. Совет африканского оракула. Пентакль, но он перевернулся. Сейчас. Воспримите это как ответ «нет», о чем бы вы ни спрашивали. Если вы сомневаетесь относительно какого-либо вопроса или решения, перевернутый пентакль подтверждает правильность ваших ощущений. В этой ситуации наиболее мудрым решением будет не торопиться и подождать. И совет для вас, для тельцов, от королевы Луны, 3-я декада ноября. Так, это у нас The Unexpected. Карта переводится как неожиданность.
Она говорит, независимо от того, насколько хорошо вы все планируете, всегда есть место для неожиданностей. Будьте гибкими, жизнестойкими, так как жизнь иногда преподносит нам сюрпризы. Самое главное, верьте в себя и в свою жизнь. А может быть, еще человек, которого вы давно не видели, может снова войти в вашу жизнь. Такой для вас совет. Давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, тельцам на их запрос «да» или «нет». 3-я декада ноября. О чем бы они ни спрашивали. Но пока ответ нет. Ну, мы смотрим 10 дней. Да, вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Всем хорошего.